Привет. Меня зовут Эниго Монтоя. Ты убил моего отца. Готовься к смерти. Привет, друзья, меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Принцесса-невеста» 1987 года, «The Princess Bride», американский романтический фэнтези-фильм, снятый режиссером Робом Райнером. Снял фильмы «Когда Гарри встретил Салли» 1989 года, «Пока не сыграл в ящик» 2007 года, «Привет, Джули» 2010 года. По мотивам одноименного романа американского писателя Уильяма Голдмана, выступившего сценаристом. Фильм занял 50-ю строчку в списке 100 самых смешных фильмов телеканала Браво и вошел в 100 самых страстных американских фильмов по версии EFI. В 2016 году фильм был введен в Национальный реестр фильмов, который считается культурно-исторически или эстетически значимым. Истинная любовь спасла ее в огненной топе, а она отбросила ее как хлам. Вот кто она, королева отбросов. Кланяйтесь ей, если хотите, кланяйтесь, кланяйтесь королеве грязи, отбросов, гнили, фу, фу, мусор, грязь, фу. В нашей стране принцессе-невесте повезло меньше. Как почти все знаковые фильмы 1980-х годов, она добралась до нас лишь в эпоху видеосалонов и почему-то прошла незамеченной, но тем больше поводов пересмотреть ее сейчас. Критики удостоили ленту самых радужных отзывов, зрители, которые все же сходили в кино, с восторгом рассказали о ней своим друзьям, и после выхода на видео «Принцесса-невеста» стала долгоиграющим, поистине культовым хитом, разобранным на остроумные цитаты. Несмотря на конкуренцию со стороны Шрека в качестве лучшего голливудского комического и романтического фэнтези, это звание до сих пор сохраняет за собой выпущенный в далеком 1987 году фильм режиссера Роба Райнера «Принцесса-невеста». Мы, бедные заблудившиеся циркачи. Здесь есть поблизости деревня? Никакого селения. На много миль. И никто не услышит твои крики? Фильм «Принцесса-невеста», актеры и роли. Кэрри Элвис, Уэсли, батрак на ферме, ужасный пират Роберт, человек в черном. Робин Райт, Лютик, возлюбленная Уэсли. Мэнди Патинкин, Иниго Монтоя, испанский мастер фехтования. Крис Сарандон, принц Хампердинг. Уоллес Шон, Визини, сицилийский криминальный гений. Андрей Гигант, физик-гигант из Гренландии. Фред Сэвидж, мальчик, которому читают сказку. Питер Фальк, дедушка, рассказчик. Кристофер Гест, граф Тайрон Руген, советник принца, шестипалый. Мел Смит, Альбина, альбинос из камеры пыток. Билли Кристал, волшебник Макс, чудотворец. Кэрол Кейн, Валери, жена Макса. Настоящая любовь. Настоящая любовь? Вы слышали? Куда уж благороднее. Сынок, настоящая любовь – самая лучшая вещь в мире. Не считая сэндвича с барашком, латуком и томатом. Когда барашек постный, а томат зрелый. Такие аппетитные, обожаю. Среди прочих, чрезвычайно популярна стала неоднократно повторенная в фильме реплика Иниго Монтоя. «Привет, меня зовут Иниго Монтоя. Ты убил моего отца. Готовься к смерти». Главная музыкальная тема фильма «Принцесса-невеста» – песня «Storybook Love» была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая песня». Экранизацию чуть не снял Роберт Редфорд, почти собравший команду. Колин Ферт в роли Уэсли, Стинг, принц Хампердинг, Арнольд Шварценеггер, великан Фезик. Но съемки так и не начались, Редфорд не смог собрать достаточный бюджет. Съемки на болоте были примечательны появлением в кадре монстров, грызунов необычного размера, ГНР. В наши дни их, вероятно, рисовали бы на компьютерах, а Райнер обошелся маленькими людьми в крысиных костюмах. В ходе подготовки к съемкам Кэрри Элвис и Мэнди Патинкин научились фехтовать и левой, и правой руками и проводили все свое свободное время за занятиями с инструктором по фехтованию Бобом Андерсоном, британским саблистом и участником Олимпийских игр 1952 года, и друг с другом. Но реальный эпизод боя на шпагах между ними был снят с помощью двух отдельных зеркально отраженных сцен, создающих иллюзию, что оба в равной степени хорошо владеют шпагой в любой руке, а сальто было исполнено дублером. Но вас здесь не будет. Сейчас? Поджигай. Грозный пират Робертс никого не оставит в живых. И все ваши кошмары станут явью.
Забавно, но факт. Кристофер Гесс, сыгравший графа Тайрна Ругена, в самом деле британский аристократ, 5-й барон Хейден Гест. Его дед, 1-й барон Хейден Гест, получил титул за многолетнее участие в британской политике. Гигант Андре – добрейшей души человек. По воспоминаниям коллег по съемочной площадке, был французом. Английским владел очень слабо, поэтому его реплики режиссер записывал на пленку, чтобы Андре мог выучить их со слуха. Андре Гигант подвергся серьезной операции незадолго до съемок и, несмотря на его огромный рост, не мог выдержать вес Кэрри Элвиса или Робин Райт для съемок сцены в конце фильма. Для сцены борьбы, когда Элвис должен был повиснуть на спине Андре, на самом деле он ходил по рампе ниже камер во время съемки крупным планом, а некоторые сцены снимались с помощью дублера. В 1988 году, через год после выхода «Принцессы-невесты», актер Келли Элвис Уэсли встретился с папой римским Иоанном Павлом II. Понтифик поинтересовался: «Вы тот самый актер из «Принцессы»?» «Да», — ответил ошарашенный Кэрри. «Очень хороший фильм», — радостно ответил папа. «Очень смешной». Что стало для актера подтверждением, что он снялся в чем-то действительно значительном. И ни один человек не подвергнется таким страданиям, какие выпадут на твою долю. Только не 50! Фильм «Принцесса-невеста». Сюжет. К болеющему внуку, Фред Сэвидж, приходит его дедушка, Питер Фальк, и приносит с собой книгу, чтобы прочесть ее мальчику. Поначалу скептически воспринявший идею сказки про любовь, мальчик, тем не менее, с интересом слушает удивительную историю прекрасной девушки Лютик, Робин Райт. Она живет в далекой стране Флорин, и любимое ее занятие, помимо катания на лошадях, озадачивать молодого работника Уэсли, Кэрри Элвис, различными заданиями, на которые тот неизменно отвечает: «Как пожелаешь». Постепенно Лютик осознает, что Уэсли влюблен в нее, и сама отвечает на его чувства. Но у них мало денег, и чтобы заработать на свадьбу, Уэсли отправляется в дальнее путешествие. Через некоторое время до нее доходит весть, что корабль, на котором плыл ее возлюбленный, подвергся нападению легендарного пирата Робертса, который никого не оставляет живых. Выдержав траур, какое-то время спустя, Лютик сдается под напором принца Хампердинга, Крис Сарандон, и соглашается выйти за него замуж. Но накануне свадьбы девушка похищает троицы бандитов. Принц Хампердинг моментально организует погоню, но помимо него девушку разыскивает таинственный человек в черном. Он говорил о вашей необыкновенной верности. Скажите честно, вы тотчас же обручились с принцем или выждали неделю в знак уважения к покойному? Вы меня уже не оскорбите. Я умерла в тот день. Умрите вы. Я так хочу. Как пожелаете! Любимый Уэсли, что я наделала? Этот фильм из числа тех, что получают весьма прохладный прием при выходе на экраны. Зато со временем набирают влияние и признаются культовыми. «Принцесса-невеста» собрала в прокате скромные $30 миллионов при бюджете в 16 миллионов и рисковала быть навеки забытой, но получила пару весомых фантастических премий. А потом при выходе на видеоносители вдруг оказалось, что Роб Райнер и компания сотворили шедевр, который регулярно входит в рейтинги то лучших романтических историй, то самых смешных комедий всех времен и народов. Простота истории привлекает к фильму, простодушие персонажей приносит им удачу, уверенность в себе и своих любимых наделяет невероятной живучестью, а поставленные цели сияют как путеводная звезда, оберегая и направляя героев. А еще в «Принцессе-невесте» есть совершенно неожиданные решения загадок, нелогичные повороты сюрприза и торжество любви, дружбы и верности. Сочетание внешней простоты, добротного юмора и какого-то ощущения капустника, когда все исполнители знают и любят друг друга и просто весело развлекаются, все это лишает фильм претенциозности и добавляет свежести. Роб Райнер и его команда не просто взяли книгу «Принцесса-невеста» и перенесли ее шутки и приключения на экран. Они вложили в фильм душу и сердце и создали шедевр из причудливой, эксцентричной истории, которая в руках менее талантливых людей могла бы порадовать лишь сравнительно узкий круг фанатов жанра. Какой потрясающий пример для подражания. К сожалению, имеющий не так уж много фэнтези-аналогов. И пусть в картине не слишком историчные, но яркие костюмы, недорогие, но стильные декорации, все это на самом деле соответствует детской сказке, которую дедушка читает своему внуку, которому сначала скучно, особенно на сценах поцелуев, но это ненадолго, а потом начинается настоящая история принцессы-невесты. Может, ты придешь к нам завтра и почитаешь? Как пожелаешь.